Биткоин снова падает. Собираешься продавать его и выводить в фиат? Подожди, сейчас я тебе расскажу, почему крипторынок падает. Связано ли это с корреляцией с фондовым рынком? В каком районе будет дно этого падения? И какой мой дальнейший прогноз по этому движению? Вы на канале про крипто. Начинаем. Когда дело доходит до понимания текущей волатильности на рынке криптовалют, существуют различные факторы, которые усиливают медвежье настроение. Прежде всего, пятница 21 января была последним днем экспирации опционов, что часто приводит к значительной волатильности на рынке. Раньше ожидалось, что биткоин может столкнуться с повышенной волатильностью, основываясь на данных о деривативах. Судя по количеству открытых фьючерсных контрактов в то время, на горизонте была значительная волатильность цен, которую биткоин испытал первоначально в четверг вечер, приближаясь к пятнице. Рынки фьючерсов остаются пороховой бочкой для краткосрочной волатильности, а открытый интерес к бессрочным фьючерсам составляет 250 тысяч биткоинов, и это исторически повышенный уровень. Эта информация указана согласно данным, опубликованным 17 января на онлайн-метрической платформе Glassnode. Кроме того, Центральный банк России призвал к полному запрету криптовалюты, предложив сделать торговлю, майнинг и использование криптовалюты незаконными. В отчете «Криптовалюты. Тенденции, риски и меры» говорится, что криптовалюты предоставляют физическим лицам возможность вывести свои деньги из национальной экономики, поскольку они рискуют ослабить ее и затруднить работу регулятора по поддержанию оптимальной денежно-кредитной политики. В результате, если Китай и Россия решат полностью запретить криптовалюты, они станут двумя огромными экономиками, гражданам которых будет отказано в возможности заниматься этой специфической отраслью. Тем не менее, важно иметь в виду, что все, что происходит на крипторынке, уже может быть включено в его оценку на данном этапе. Фондовые рынки также в минусе. В других странах фондовые рынки также переживают спад. Казалось бы, только недавно NASDAQ покорял новые вершины, а сейчас он завершил неделю в минусах, снизившись в пятницу на 2,72% после краткосрочного роста в начале дня. Интересно, что текущее настроение на фондовом рынке NASDAQ слабее, чем во время краха, произошедшего в марте 2020 года, когда пандемия коронавируса начала оказывать влияние на мировые рынки. Глядя на графики, можно увидеть, что рынок крайне медвежий. Синяя линия представляет собой реальное движение цены NASDAQ, а красная линия отображает реальный страх и медвежий настрой на рынке в это время. Кроме того, глядя на общее настроение, оцениваемое индексом настроений Hilbert NASDAQ, интересно отметить, что текущая точка данных составляет минус 70%, а во время краха в марте 2020 года он составлял минус 60%, что указывает на то, что текущее отношение к NASDAQ сейчас ниже, чем в разгар опасений рынка по поводу пандемии. Финансовый аналитик Марк Халберт отметил, медвежий настрой упал до такой крайности, что поддерживает значительное ралли фондового рынка. Экстремальный страх на рынках в сочетании с настроениями NASDAQ, индекс страха и жадности биткоинов составляет 13. Это экстремальный страх. С текущей ценой в 35 400, тем не менее, этот показатель вполне может упасть ниже 10 в ближайшие несколько дней. По мере роста паники в социальных сетях, в сочетании с более широким освещением СМИ, коррекции рынка криптовалют на данном этапе. Индекс страха и жадности основан на различных данных, включая волатильность, социальные сети и тенденции Google. Среди прочего, с информацией, позволяющей оценить совокупное настроение рынка. Капитализация криптовалютного рынка теряет 350 миллионов долларов за день. Стоимость биткоина и других криптовалют упала на сотни миллиардов долларов, поскольку стремительное падение рынка криптовалют продолжает углубляться. После падения на 12% в предыдущий день капитализация рынка криптовалют по состоянию на субботу 22 января составляет 1,62 триллиона долларов. Как следствие, капитализация рынка криптовалют за один день сократилась на 356 миллиардов долларов США, упав с 1,98 до 1,62 триллиона долларов, что является пятимесячным минимумом. На графиках видно, что биткоин испытал наибольший объем во время коррекции. Тем не менее, также видно, что RSI в настоящее время находится на самом низком уровне и имеет наибольшую перепроданность с момента фактического обвала в марте 2020 года. И что предыдущие самые низкие точки были достигнуты во время движений в сентябре 2019 года и ноябре 2018 года. Известный аналитик криптотрейдинга Майкл Ван Попе подчеркнул важность глобального крипторынка. Общая рыночная капитализация находится на следующем уровне поддержки, а дневной RSI достиг самого низкого уровня с марта 2020 года,
Настроение по акциям также находится на самом низком уровне с марта 2020 года. И этим все сказано. Следующая неделя будет критической для наблюдения за реакцией рынков. Наблюдается ли это просто нормальная коррекция, либо же он собирается погрузиться глубже. И исходя из всего этого, мы также видим, что биткоин держится на уровне поддержки в 35 тысяч долларов, который имеет решающее значение для мониторинга. Между тем, генеральный директор MicroStrategy Майкл Сейлор внимательно изучает спад на рынке криптовалют и считает, что этому есть ряд причин. Я думаю, что здесь много динамики. Если вы посмотрите на всю криптоэкосистему, у вас будет ряд регулярной неопределенности. Особенно нормативной неопределенности в отношении стейблкоинов и криптотокенов, а также в отношении того, являются ли они ценными бумагами. И все это вызывает некоторое беспокойство, сказал генеральный директор в интервью Bloomberg. Для учреждений биткоин сейчас является отличной точкой входа, говорит Сейлор. Особенно с учетом того факта, что известные инвесторы, такие как Билл Миллер, недавно выделили значительную часть своих портфелей флагманской криптовалюте. Он сказал: «Я чувствую, что он консолидируется на этом уровне. Это отличная точка входа для институциональных инвесторов. Они видят, что его поддерживают такие люди, как Билл Миллер, очень уважаемый инвестор. Его поддерживают регулирующие органы, его поддерживают сенаторы и конгрессмены, а также государственные инвесторы и публичные компании. Они рассматривают это как хорошую точку входа». Несмотря на падение стоимости биткоинов, Майкл Сейлор не собирается продавать ни одного биткоина из 5 миллиардов долларов, которые числятся на балансе его компании. Точно так же президент Сальвадора Наиб Букеле сообщил, что страна купила 410 биткоинов всего за 15 миллионов долларов. Последняя покупка является самой дешевой транзакцией для Сальвадора с тех пор, как страна признала биткоин законным платежным средством. Что же касается движений на графике, как вчера мы с вами говорили, мы увидели несколько дополнительных снижений. Зона, которую я вам показывал, на данный момент она сместилась ниже, и мы сейчас видим очень хорошую зону, которая сейчас видна на 4-часовом графике. Про нее я также вчера говорил, что при снижении цены ниже, только при пробое данной зоне и ее ретесте, мы получим с вами очень хорошую точку для входа в лонг. На данном этапе цена также остановилась, мы уперлись в очень хорошее сопротивление, протестировали линию в 34 тысячи долларов, после чего я вижу, что рынок сейчас замедляется. И возможно на этом данное движение сейчас закончилось. При этом есть предпосылки, что цена также может все-таки протестировать и блок до 30 тысяч. Что же касается шорт-позиций, по шорт-позициям я пока остаюсь в стороне. При этом, в случае, если мы будем все-таки упираться в этот блок, который я отметил для вас, и увидим отторжение 38 тысяч, можно будет рассмотреть краткосрочную шорт-позицию со стопом за 39 500. Здесь мы с вами получим 6% стоп-лосс. Конечно, в данном случае это будет очень много, поскольку мы видим с вами большие объемы, которые встречают нашу цену, и все эти просадки, они выкупаются. Самая разумная стратегия торговли сейчас — это будет расставление сетки для того, чтобы набирать позиции в холд. Еще раз напомню, лонг-позиция у нас будет только при пробое вот этого блока, его ретесте. На ретесте мы будем набирать лонг-позицию и держать ее выше. Ближайшая цель у нас будет район 50 тысяч долларов. А там мы уже с вами увидим, это будет начало роста, первая волна, либо у нас это будет только коррекционным движением к вот этому всему импульсу от 69 тысяч долларов. А где вы собираетесь откупать это падение? Поделитесь этим в комментариях. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. С вами был ProCrypto. Пока.